В этом ролике я вам расскажу, как же новичку все-таки можно начать работать со $100. Один из партнеров мне написал и говорит: Ник, ну просто сделай серию видосов, расскажи, как же можно начать работать в сотке, потому что ну нет больше денег, хочу попробовать на $100. Поэтому в этом ролике мы затронем эту тему, не будет небольшая серия роликов, это первый из них, самый стартовый. Просто поделюсь своими мыслями, расскажу, что же я делаю, какие мысли у меня есть в голове. И перед этим, конечно же, переведу с депозита деньги в сейф, немножечко посмотрите, что это такое. Опять же, поделюсь своими мыслями, наблюдениями. И сразу же давайте приступим. Открыл мой сейф, у меня здесь небольшая сумма хранится, уже $10 363. Я здесь небольшие деньги храню, сразу говорю. Почему? Потому что, ну, это, так скажем, маленький процентик, чтобы он пассивно работал, во-первых. Во-вторых, если я все-таки допущу убыток как раз-таки на бирже и свои текущие рабочий свой депозит потеряю, те же самые $20 000, то я просто восстановлю из сейфа $10 000 и как раз-таки буду из него разгонять. То есть это некий резерв, чтобы мне не гонять деньги с биржи как раз на покет, у меня уже здесь лежат небольшая сумма, и по правилам, по условиям, если прочитать, как раз-таки где-то здесь была кнопочка, вот, условия использования, если даже вдруг вам, ну, не дай бог, заблокируют за что-то аккаунт, за нарушение каких-то правил, биржа возвращает эти деньги. У меня был партнер, который как раз-таки держал деньги в сейфе, просто хранил и свой процент получал. Процентная ставка сейчас 13%. И у него по факту меньше было, потому что у него не было там большого торгового оборота, у него программа лояльности не VIP был, поэтому у него поменьше суммы были. Он просто как резерв держал. И он нарушил правила. Он создал 3 аккаунта. Я не знаю, для чего он сделал. Он решил в разные, видимо, каналы зайти, или не каналы, а команды зайти. И создавал себе разные аккаунты, я так понял. Опять же, из его эмоциональной речи, так скажем, то, что он мне писал, ему заблокировали аккаунт. Но без проблем вывели все деньги, которые были в сейфе. Вообще без проблем вывели. Поэтому об этом переживать не стоит. Именно поэтому я также храню деньги, потому что это уже проверено даже на практике. Но вот, к сожалению, да, там как бы грустно не было, но на практике это все уже прошли. Поэтому я сейчас что делаю? Я буду как раз-таки пополнять сейф и оставлю на балансе всего $100 для того, чтобы продолжить запись. На текущий момент у меня $20 324. Давайте в сейф закину $20 200. Давайте. 20 200 пишем сюда. $20 200 переводим с реального счета на сейф и нажимаю «Отправить средства». Все, средства переведены. Осталось, давайте проверим у нас на торговой платформе. Здесь просто удобнее у нас проверять. Осталось $124. Зачем мне нужна такая небольшая сумма? Потому что в этом ролике я как раз таки буду вам рассказывать, как можно начать двигаться с точки зрения уже новичка, то есть который пополнит депозит, пусть на $100, даже $24 не будем обращать внимания, на $100, ну или там на 124, давайте, для более корректного отображения. Мы можем попробовать настроить автоматического торгового бота. Один из партнеров как раз таки сегодня в чате попросил записать такой ролик. Давайте записываю. Вообще, мое мнение, если у вас небольшая сумма, то вам лучше сначала на демо понять, как работает вообще биржа, что нужно делать, что такое графики, что такое уровень поддержки сопротивления. Это все можно пройти в нашей академии. Есть все эти базовые материалы, базовые уроки. Затем изучить нашу торговую платформу вообще, что это такое, как она работает, какие скрипты можно активировать и что такое вообще эти самые за скрипты такие, с чем их едят. Для начала, с чего стоит начать? Допустим, я новичок, зашел, и я хочу начать с торговых ботов. Я захожу в скрипты, перехожу в каталог скриптов, и здесь нужно выбрать одного из торговых ботов. Например, Oracle, там, Pocket Dashboard, Flipcore, то есть какой-то инструмент, и отточить работу с ним. Я, например, перехожу во все скрипты и добавляю Impulse Pro, то есть он есть также в каталоге, я просто добавляю, потому что это мой скрипт, иначе я его с каталога не смогу добавить на график. Пусть будет Impulse Pro, то есть это импульсный бот, который работает по тренду как раз-таки. Например, вы увидели где-то сигнал, то есть мы переходим в настройки, давайте я включу звуковые уведомления о сигналах, проверяю. Есть звуки. Замечательно. Поэтому, когда видим где-то сигнал, вот, к примеру, был на М1 сигнал, ставлю здесь по таймеру, на 1 минуту как раз-таки М1 все, и сумму на сделку всего лишь 1% от вашего депозита. Это будет всего лишь $1. И начинаем работать с доллара. Всегда с самой наименьшей суммы начинаем. Видим сейчас сигнал в buy. Я просто вхожу на покупку на $1. То есть был сигнал в buy, он и сейчас, к сожалению, да, ну такое бывает, это нормально, там слишком оттянул свечу. Немножко поспешил, но такое бывает на практике у новичков, такое бывает у всех, у старичков на практике. Когда ты видишь сигнал, уже готовишься ко входу, на долю секунды отвлекся, сигнал исчез, а ты уже вошел в сделку. Ну все, я раз вошел, то все, я уже нахожусь в сделке на $1. То есть так и работает.
Это опять же, что касается торговли именно по сигналам бота. Вы еще желательно должны смотреть на уровни поддержки, сопротивления. Здесь есть уровень поддержки. Восходящее движение здесь сохраняется. Текущий момент, как раз таки мы пробили здесь уровень, у нас предыдущий был сопротивление. Мы пока что находимся выше этого уровня сопротивления. У нас здесь больше похоже на ретест и движение наверх. То есть это ретест предыдущего уровня, то есть вот он был предыдущий, отзеркалил уровень, и ушли вверх. То есть таким образом работаем. То есть, конечно, мне сейчас проще всего говорить, потому что уже есть некий опыт, так скажем, некая насмотренность есть. Опять же, это не означает, что я всегда буду прав. Я могу точно так же ошибиться. Вот у нас был уровень приблизительно. Здесь находится, вот он. Здесь был достаточно хороший уровень. Далее мы пробили этот уровень, откатились обратно, то есть произошел ретест и ушли наверх. Замечательно. Первая сделка закрыта в плюс. Видим предыдущие мои тестовые сделочки, все это, на это не обращаем внимания. Вот оно. Сделка, отличненько, закрылась у нас. Плюс 92 цента. То есть с этого начинаем. Начинаем просто с изучения инструментов, с изучения вообще технического анализа. Смотрим уровень поддержки сопротивления, смотрим тренд. Все это мы начинаем видеть. Когда мы это видим, мы можем принимать какие уже либо решения, уже более-менее осознанно. Если переходить к торговому боту, как раз-таки то, о чем у нас партнер спрашивал. Как можно попробовать начать всего лишь со $100? Я вам показываю, смотрите. Мы выбираем одну стратегию. Если берем Martingale, это достаточно рисковая стратегия, как раз-таки с коэффициентом 2,1, это, по-моему... мы еще в плюс, кстати, работаем, то на 6-м шаге у нас будет $40. Но суммарно мы израсходуем $77 депозита на 6 шагов. Это достаточно рисковая стратегия Martingale, я по ней как раз-таки, ну так скажем, основные свои деньги заработал. Сейчас я работаю, если с торговыми ботами особенно, я работаю по догону на компенсацию. Смотрите, в чем особенность. Выставляю, например, коэффициент 1,3. Первая сделка $1, максимум уровней, например, выбираем 13 уровней по догону на компенсацию. Да, это Martingale, но это переработанный Martingale с меньшим риском и с более плавным перекрытием. Мне требуется $97 на 13 уровней. Что это означает? Это означает, что если мы допускаем один минус, переходим ко второму шагу. Если снова минус на втором шаге, переходим к третьему шагу. Если на третьем шаге минус, переходим на четвертом шаге. Допустим, на четвертом шаге получили мы плюс. Описываю, как работает эта стратегия. Мы заработали 29 центов относительно предыдущей сделки. То есть на 29 центов предыдущую сделку мы перекрыли в плюс. Переходим с четвертого шага на третий шаг. Если мы здесь снова получаем плюс, это 22 цента относительно предыдущего шага, в плюс уже вышли, то переходим ко второму шагу. И как только выходим хотя бы в небольшой плюс, вот чуть-чуть прям плюсик сделали, да, у нас сразу серия закрывается, то есть мы закрываем серию и начинаем новую серию, то есть бот начинает новую серию. Как раз-таки в разделе «Вход» мы должны здесь настроить лимит, забирать плюс серии на 1 цент. То есть если мы заработали хотя бы 1 цент с серии, по факту там обычно больше получается, то забираем прибыль себе. То есть таким образом работаем. На какие стопы ставить? Как раз стоп-лосс, на какую сумму поставить? Ставим на $97. Я рекомендую как раз чуть больше, это $100, то есть округляем, для того, чтобы стоп-лосс работал вовремя. Take Profit здесь можно менять, не менять, с большой долей вероятности вы будете закрывать вручную. Либо восстанавливаете Take Profit хотя бы на 5%, 3-5%. Меня спрашивают: Ник, как же ты там зарабатываешь там такие суммы, такие деньги? Я всем повторяюсь, эти суммы, эти деньги я зарабатываю относительно своего депозита и относительно моей суммы депозита. Это там буквально 1% я заработал, все, забрал. То есть чем больше у вас депозит, тем меньше вам нужно заработать, чтобы комфортнее жить. При 20 тысяч долларов, грубо говоря, там ты заработал плюс $500, и ты вышел с рынка. Опять же, не все дни плюсовые бывают. Где-то бывают минусовые. Ты немножечко откатываешься, снова отрабатываешь, выходишь в плюс. И таким образом двигаешься. И поэтому, да, я могу вывести там пару раз в месяц по, к примеру, по 5 тысяч долларов, по 9 тысяч долларов. Потому что я двигаюсь потихоньку. И если вы установили Take Profit на 5%, это очень большие деньги относительно вашего депозита. Форекс, как раз-таки, бинарные опционы, крипта — это все высокие риски, но при этом при правильном, грамотном подходе, риск-менеджменте вы будете действительно двигаться вверх и зарабатывать.
В этом ролике я не планировал торговать, потому что уже, да, он у нас где-то на 13 минут, я думаю, выходит, может быть, и больше по факту выйдет. Если я сейчас еще начну торговлю, это просто растянется до бесконечности. Поэтому этот ролик на этом я буду завершать, то есть как бы на неких таких небольших базовых советах, как правильно стартовать, как двигаться. А в следующем ролике как раз-таки уже будем мы с вами пробовать работать на $100 и из $100 делать $200, из 200 попробуем сделать $400, и все это буду потихонечку стараться записывать, транслировать. Возможно, где-то с какими-то промежуточными шагами, а возможно, где-то сразу уже переходя, так скажем, от шага к шагу, объясняя, что происходило. Также, что еще хотелось бы затронуть, это что касается у нас автоторговли, то есть запускаем бот, и он пошел работать автоматически. Каждую минуту он будет ловить вот эти самые сигналы, то есть ловит на графике, и будет входить в сделки. Импульс как раз бот, он работает по тренду. Какие-то сигналы вы не должны пугаться, они могут пропадать. Почему? Потому что алгоритм рассчитан так, то есть, особенно у меня сейчас S5 включено, почему-то включилось S5, хотя на минутке я, по-моему, включал. То есть на минутках, когда мы видим сигналы, их поменьше, это нету переспама. То есть как начать? Лучше новичку не с S5 секунд начинать как раз-таки и сделки на авто начинать не 5-секундные, то есть не по 5 секунд экспирация, не по 30 секунд, а M1. То есть если сигналы получаем на M1, то сделки открываем как раз-таки по 1 минуте для того, чтобы именно спокойнее работать, чтобы не было у вас переспама. Плюс S5 — это очень достаточно шумный такой график, и лучше аккуратнее там работать. Хотя, как мне написал один из партнеров, говорит, нет, я хочу как ты рисковать, и лучше я буду рисковать и попробую заработать больше, чем я буду медленно сидеть, ждать. Ну, просто у кого-то не хватает терпения. Я же рекомендую вам M1 использовать как раз-таки и минутные сделки, если под автоторговлю. Также, если ручками работаем, обязательно включаем торговый менеджер. Здесь можно выбрать различные стратегии. Здесь как раз-таки есть тот же самый догон на компенсацию. То есть, если вы хотите, можете рассчитать себе на 13 шагов, то есть 13 уровней, при первой сделке всего лишь на $1. Все, вы видите ту же самую таблицу, только единственное, когда вы начинаете сессию, множитель 1,3, цель 5%, стоп не ставлю, потому что стоп здесь мы можем сами регулировать. Начинаю сессию, и все, у нас сессия уже почти готова, то есть не то чтобы готова, то есть нам не надо здесь ничего особого выдумывать. У нас прям догон на компенсацию, прям здесь и написано, какой сейчас у вас шаг и какое перекрытие, как раз какая сейчас сделка, какая следующая сделка, все указано. Вы просто нажимаете на данное значение, и у вас автоматически поставляется сумма. Опять же, учимся на демо, практикуемся на реале, когда вы уже уверенно работаете с демо, когда уже понимаете, какую кнопку, зачем и для чего нажимаете. Не должно быть у вас такого, что вы просто зашли на график и бездумно жмете на кнопки и не понимаете, что делаете, а у вас с реального счета деньги куда-то пропадают. А не куда-то. Просто нужно работать как раз-таки на демо. В один клик переключили. Все, завершаемся. Давайте здесь у меня что такое? Завершаю, да, я же вручную сессию запустил. Завершаем, переходим на демо и отрабатываем. То есть таким образом потихонечку работаем. В следующем ролике начнем работать со $100 как раз-таки и будем пробовать их разгонять до $200. Обязательно подписывайся, ставь лайк. Увидимся в следующем ролике.